Покажу синнабоны в разрезе. Очень мягкое воздушное тесто, сдобное, ароматное. Вот такие мягкие воздушные синнабоны у нас получились. Добрый день! Сегодня хочу поделиться с вами рецептом шоколадных синнабонов с корицей. Для этого нам понадобится теплое молоко, сухие дрожжи, сливочное масло, какао, мука, сахар, соль, ванильный сахар и яйца. Начинаем мы с опары. Для этого у нас 400 мл теплого молока. Добавляем одну пачку сухих быстродействующих дрожжей. Под описанием я напишу, если вы будете использовать мокрые дрожжи, сколько нужно будет мокрых дрожжей. Размешиваем. С общего количества сахара добавляем 1 столовую ложку в нашу опару. Так она лучше будет реагировать и быстрее поднимется опара. И 1 столовую ложку с общего количества муки, 1 столовую ложку добавляем в опару. Перемешиваем и оставляем на 10-15 минут. Не нужно добиваться, чтобы не было комочков муки, дрожжей. Они сейчас растворятся в теплом молоке. Самое главное не брать горячее молоко. Градусов 40 достаточно будет. За это время мы подготовим яйца. У нас 5 яиц. Мы разбиваем их в отдельную тарелочку. Вы мне задавали вопрос, какой мукой я пользуюсь. Всегда я пользуюсь вот такой мукой. Мука высшего сорта. Вот так она выглядит. Просеиваем муку. Я просеиваю вместе с какао. Так она получается более воздушная, и тесто не будет забиваться комочками. Oknamies. Okne. Opris. Здесь лёвость dazu. Далее мы добавляем в миску половину нашей муки с какао. Мы добавили муку с какао. Сейчас мы сюда добавляем яйца. Вот так размешиваем. Добавляем яйца к муке. Сахар. Ванильный сахар. Соль. И посмотрите, как у нас поднялась наша опара. И добавляем молоко. Сейчас будем размешивать с помощью насадки крюк наше тесто. Но также можно это и вручную перемешивать, замешивать тесто. Мы вот так собираем вокруг муку, чтобы не было недомеса. И добавляем оставшуюся просеянную муку.
продолжаем вымешивать до однородности. Далее добавляем 2 столовые ложки оливкового масла. Оливковое масло можно по желанию добавлять. Я люблю добавлять, потому что оно дает воздушности и сдобности тесту. Так поэтапно мы добавляем всю оставшуюся муку. Муки у нас уходит где-то 700-800 грамм. Опять же, это все зависит от вашей муки. Когда мы добавили все ингредиенты, у нас получилась вот такая масса. И в самом конце мы добавляем сливочное масло. Сливочное масло у нас комнатной температуры. Она размягченная, она не должна быть из холодильника и не должна быть сильно растаявшей. Добавляем все сливочное масло. И после этого этапа мы взбиваем 10 минут. Вымесили мы тесто до такого состояния. Месили 10 минут. А сейчас нам надо переложить в другую миску. Миску мы смазываем подсолнечным маслом. И крышку тоже. И будем перекладывать тесто. Угу. Теперь перекладываем тесто. Здесь он. Такое тесто у нас получилось. И оставляем на 40 минут в теплое место. Пока у нас будет подходить тесто для синнабонов, мы приготовим помадку. Для помадки нам понадобится вот такой творожный сыр. Я буду использовать по 150 грамм, значит 300 грамм творожного сыра. Перекладываем в миску творожный сыр. Добавили 2 упаковки творожного сыра. Сливочное масло добавляем. У нас тут 80 грамм. Ванильный сахар. Сахарный песок. Тут у нас 5 столовых ложек. Три столовые ложки сгущенного молока. Угу. И 40 грамм какао-порошка. А теперь мы это все будем взбивать до однородности.
Вот так взбиваем помадку. Получилась вот такая у нас помадка. Однородная, шоколадная и очень ароматная. Оставляем в сторонке и будем ждать, пока наше тесто поднимется. Прошло 40 минут. И как у нас поднялось тесто. Для начала мы немножко обминаем тесто. Воздушное, пористое. Припыляем коврик мукой и перекладываем тесто на коврик. Теперь раскатываем тесто в тонкий пласт, прямоугольный. Тесто очень приятное, податливое, эластичное и очень удобное в работе. Спасибо. Угу. Угу. Теперь смазываем сливочным маслом тонким слоем. Сливочное масло можно подогреть немного в микроволновой печи, чтобы было удобно смазывать. Чей мира вытекает. Далее мы смешиваем сахар с корицей. Распределяем сахар с корицей по всему тесту тонким слоем. При желании можно использовать и коричневый сахар тоже. Чтобы начинка была равномерной, можно распределить с помощью кисточки. Для более шоколадного насыщенного вкуса мы еще добавим шоколадную крошку. Распределяем тоже по всему тесту тонким слоем. При выпечке они растают и будет очень ароматно и вкусно. Окнулась? Теперь скручиваем наши синнабоны в рулет. Стараемся так, чтобы плотно было, чтобы начинка хорошо держалась. Угу. Merci. Окна, мама. Спасибо.
И в конце кончик мы так натягиваем вперед. Вот так. И прищипываем концы, чтобы они не раскрывались. Так натягиваем и прищипываем. Распределяем, сколько у нас будет синнабонов. Теперь у нас есть такая ниточка. Мы будем ниткой вырезать синнабоны, чтобы не повредить слои. Вот так делаем и вырезаем. У нас получились вот такие синнабоны. Кладем на противень. И так каждый раз. Кладем с небольшим расстоянием, потому что они будут еще растаиваться. И могут вырасти, и будут увеличиваться, когда будут растаиваться. Не спас это, нет? Спасали. Накрываем пленкой и сверху полотенцем и даем настояться 20 минут. И за это время включаем духовку для разогрева на 180 градусов, режим вверх-вниз, чтобы духовка была хорошо горячая. Прошло 20 минут. Как увеличились в размере наши синнабоны. Сейчас мы их отправим в духовку на 20 минут при температуре 180 градусов. Прошло 20 минут. Синнабоны уже пропеклись. Аромат стоит на весь дом. Да, фотогалифами. Горячие синнабоны поливаем нашей шоколадной помадкой. Когда их будем поливать шоколадной помадкой, они хорошо пропитаются и будут еще более шоколадные, более ароматные. Распределяем на каждую булочку по столовой ложке, а потом будем размазывать. Так, я не комод.
какао под горячими булочками прямо тает. И очень ароматно. Корицей пахнет, шоколадом. Они пятиутегима? Майский скота. Такие булочки можно кушать как в теплом виде, так и в холодном. Но вкуснее всего в теплом виде. Сейчас мы кладем на тарелку для подачи. Вот такие большие они у нас получились. Мягкие. Покажу синнабоны в разрезе. Очень мягкое воздушное тесто, сдобное, ароматное. Вот такие мягкие воздушные синнабоны у нас получились. Сейчас они попробуют. Они тесники. Этот рецепт для любителей шоколадного десерта. Пробуйте, это очень вкусно. Не любишь?